последние поездки. 17 ноября. И вот, смотрите, еще какие замечательные бутузяки встречаются. Морозоустойчивые. Да, очень, очень. С хорошими ножками. Да, крепенькими. Здесь еще такой будет постарше. Наверное, он уже не очень. Да, это уже все. Вот. Гуляем по лесу. Вот. Вот такая у нас красота. Да, осенний лес. А польские лезут, как будто ни в чем не бывало. Они себя очень прекрасно чувствуют. Такие ножка потолще. И растут целыми полянами. Такие очень дружные семьи. И вот такие ноги у них. О, какие грибочки осенние. Морозом, похоже, ни почем. Красивые грибы. Очень. Ну, вот это одна полянка. Шикарное качество. Уже пора бы, наверное, закрывать сезон, дальние выезды. Полезла в Фламулину, но она еще маленькая, там, где мы находили. Но посмотрите, что еще есть в лесу. И немало. Вот. Ну это вообще вот чудеса какие-то. Видите, какие у нас польские сосновые такие, как их некоторые называют, боровички. Такая поляна совершенно нетронутая. Наверное, ее пропустили. Вот они какие малыши. Вот, и побольше немножко. Как это все? Конечно, мы это оставить не можем. А вот. А вот. И вот так, который раз подумаешь, может быть, рано сезон закрывать. Но еще же что-то можно найти. И такого качества чудесного. Один спрятался подальше. Ну, прелесть какая. Обойти все, а потом еще собрать эти кучки. Ну вот, ну как же это так можно оставить в лесу на морозы? Бузи ты мои бузи. Вот радуешься им всегда, даже таким вот последним, точно так же, как всем остальным грибам. Вот такое море удовольствия. Вот. Посмотрите, какие еще большуны прячутся в ягоднике. О, какой! Господи! Даже не верится, что здесь же уже вот-вот и зима. О. О. Тут какая троица. Ай. Как приятно. Вот
17 ноября. Вот такая чудесная поляночка. Попробуем еще найти. Говорушка дымчатая или рядовка дымчатая. Осенний, даже поздний осенний гриб. Ножка толстая, до 3 см в диаметре, расширенная у основания. Размеры шляпки до 15 см, а иногда и до 25. Цвет беловато-серый, края светлее, чем центр. У молодых грибов форма шаровидная, с загнутыми внутрь краями. По мере роста распрямляется. На поверхности шляпки мучнистый налет, создающий дымчатость. Мякоть белая, плотная, с возрастом становится рыхлой. На разрезе цвет не меняет. Пластинки частые, нисходящие по ножке, светлые, чуть кремовые. Вкус нейтральный, запах фруктово-цветочный. Растет большими группами вдоль дорог, тропинок, в разных типах лесов. Гриб условно съедобный. Некоторые его обожают, после отваривания 20 минут и более, солят, жарят, маринуют. Другие на дух не переносят из-за специфического запаха при том же отваривании. А еще у гриба есть ядовитый двойник, говорушка восковатая, так что будьте внимательны. Смотрите, вешенка какая. Еще даже со льдом утром заморозок был. Снизу беленькая. Шикарная. Просто шикарная. Устричная. Вишенка обыкновенная. Ну какая. Мясистая. Ой, пахнет вкусно. Ну что, надо идти за корзиной. Эти вообще маленькие. Конечно, мы и выращивали вишенку. У нас есть видео на канале. Но вот такая еще. Вот есть и лесная. Говорят, выламывать надо, выламывать. Попробуй из-за этой коры ее и выломать-то. Не получается. Вот она. О, как интересно. Там у нас мицелий. Клубничка где-то внутри. Ладно, уже снимем. Ух. С корой отваливается, да. И сразу видно, что чем она питается. Ну, там молоденькие совсем еще. Да. Все-таки это не те примордия, которые у нас были. Ну такой. Можно даже фотку сделать. Интересная находка. Гнездо с дерева упало. И опять. Вот так. Вот кругом лезут малыши опять. Удивительные здесь места, конечно. Узинский район. Ой, господи, сколько же здесь много опят. И нам нужно уезжать с этого места, потому что мы запланировали посетить еще одну вырубку, которая нам всегда интересна. А судя по прогнозам, даже вот сейчас опята уже подмороженные, берется такой морозик, что будет и морозы надолго. Конечно, это уже будет совсем не та кондиция. Хотя в ближайшие дни, если кто-то решится ехать в лес,
Ну, будут брать стеклянные опята. Опят очень много. Вот до машины опять не дошли. Здесь метров 10 осталось. И вот уже шли в такой просеке, что казалось, ну все. Здесь уже пусто. А нет. Ну, вот они. Видите, какие гвоздики. Совсем гвоздики. Уже так положу их. Ну и вот как начинать эти пляски с бубнами. Как всегда у нас каждый год, что мы закрываем сезон. Когда в лесу вот такое энное количество грибов. Господи, боже мой. Не знаю. Может, и мы будем стекляшки собирать. Наша самая дальняя вырубка. Солнце уже садится. Мы едва к ней успели. И да, здесь тоже пошли опята. Тоже поздние. Вот такие вот толстоногие. Опять же пошли на мороз. И пока светло, получается, надо работать. Вот они, видите, какие? Вот они там. Все, работаем. Строфария сине-зеленая. Растет с августа по ноябрь в лесах любого типа, преимущественно на гниющей древесине, в кустарниках, по обочинам дорог и приковывает взгляд своей необычной, поистине инопланетной яркой расцветкой. Шляпка скользкая, от 3 до 12 сантиметров, зеленовато-синих тонов, ближе к краям покрыта белыми чешуйками. Этакая летающая тарелка. Со временем шляпка выцветает, бледнеет, чешуйки смываются. Пластины частые, приросшие к ножке, поначалу серо-зеленоватые, позже буреют. Мякоть бледно-серого цвета, запах грибной отдает редькой. Ножка тонкая, полая, одного цвета со шляпкой. В верхней части у молодых грибов хорошо заметно светлое кольцо. Выше кольца ножка гладкая, ниже с беловатыми чешуйками. Несмотря на настораживающий внешний вид, гриб съедобный, и после предварительного отваривания его можно пускать в жарку тушения. Но стоит ли это делать? Вкусовые качества гриба весьма посредственны, так что лучше им полюбоваться, пофотографировать и пройти мимо. Пусть и другие полюбуются. Опенок зимний. Фламулина бархатисто-ножковая. Видите, у нее бархатная ножка такая. Вот они такие, медовые, блестященькие. Гриб антифриз замерзнет, отмерзнет и продолжает расти. Чудеса. Такая вот красота в позднем лесу. Фламулина растет. Вот там еще далеко. Интересно. 17 ноября, 16:30. Солнце уже практически опустилось к горизонту, к лесу. Сегодня у нас все эти действительно закрытие сезона, открытие сезона. Да, будут впереди морозы долгие, но посмотрите, сколько в лесу грибов. Это что-то невероятное. Притом уже пошли такие очень хорошие зимние грибы. Лезут опята, много маленьких и здоровяки. А какие вот польские? Ну чем это? Действительно, вот не зря говорят, что польский боровик. Вот они, посмотрите, какая нога, посмотрите, какое его качество гриба. Опята и маленькие, и побольше. Есть фламулинка. За ней мы приедем позже. Мы нашли несколько мест. Это зимний опенок. А дальше вот рядовки, лисички, встречается все. Поэтому, если у вас получается, еще можно успеть собрать стеклянные грибы, потому что их много. Езжайте в лес и подписывайтесь на наш канал. Мы еще, похоже, сезон не закрываем. Пока!